Привет! Стойку на руках можно научиться, если вы можете качественно отжиматься от пола хотя бы от 20 до 30 раз. Когда я учился стоять на руках, я подстилал подушку под голову для страховки. Предварительно сделайте хорошую разминку, обязательно для кистей, локтевого сустава, плеч. Сделайте растяжку грудного отдела. Я подходил к стенке, чтобы попробовать, выдержат ли мои руки, чтобы не согнулись. Не можете, значит, у вас еще не хватает базовой подготовки. Поговорим об этом, опираясь на мой тренировочный опыт с 2011 года и работу с другими спортсменами. Замах мы делаем по одной ноге. Мне удобно правой, а левая оставалась на земле. Опорную левую ногу отрываем от земли только когда правая окажется почти в стойке. При замахе ногой нужно подбирать оптимальное расстояние от ног к рукам и пробовать подойти ближе или дальше. Если после замаха ноги опускаются на землю, то либо замах правой ногой был слабый, либо ногами нужно приблизиться к рукам перед отталкиванием. Пальцы расставляете широко, но не сильно, немного согнув их. И ладони развернуть наружу, как показано на видео. Постановка рук на ширине плеч или чуть шире. Когда мы обратим внимание, почему у нас получается стоять на ногах, то попробуйте наклониться ногами немного вперед, не отрывая стопу от земли. Вы неосознанно начнете выдавливать себя пальцами ног в обратную сторону, чтобы не упасть. А если наклониться немного назад, сохраняя корпус ровным, то после определенного наклона вы потеряете равновесие. Чтобы этого не произошло, мы наклоняем корпус вперед или немного сгибаем ноги, и так мы удержим баланс. Это называется поиск центра масс. То есть для того, чтобы словить баланс, стоя на руках, мы находим такое положение тела, при котором все еще остаемся уверенно стоять. Также и в стойке на руках. Но поскольку мы вниз головой, еще здесь работает и вестибулярный аппарат. Если мы будем направлять взгляд вниз, смотреть под собой, то нам будет легче балансировать, но при этом будем выгибаться в спине. Если же мы наклоним голову, то почти моментально потеряем равновесие. Если немного сгибать пальцы, то вы почувствуете, как рука напрягается меньше. Вы прикладываете меньше усилий. Если пальцы расставлены, то также и площадь опоры увеличивается. Наша задача – расположить ладонь так, чтобы мы не просто намертво прислонились к земле, а наоборот, центр ладони был немного приподнят от земли. Разворачивать пальцы я рекомендую немного в сторону, наружу, так как если у вас плохая растяжка в запястье, то вам будет реально больно стоять на руках. Когда я учил стойку на руках, не было никакого дополнительного инвентаря, хотя сейчас я рекомендую по возможности использовать низкие упоры для отжиманий. Например, такие, как вот вы видите. Так будет и легче держать баланс, и безболезненно привыкнете к стойке. Как только вы сможете простоять 20-25 секунд в положении стойки на руках у стены, спиной к стене, то разворачиваемся лицом к стене. Иначе закрепляется ошибка выгибаться в грудном отделе. Стойка в виде банана. Также рекомендую для того, чтобы понять, какая форма тела будет в стойке на руках, попробовать упражнение «Обратная планка». Немного скругляем спину, поясница не отрывается и минимально поднимаем ноги. Заводим руки за голову. Оттачиваем попытки стойки на руках лицом к стене, пока мы не дойдем до 20-25 секунд и постепенно подбираясь руками все ближе к стене. Если вас будет переклонять в сторону или назад, стойте меньше по времени. У вас может не хватить сил, чтобы уйти в сторону и сделать пируэт. Но в критичном случае, конечно, вам лучше научиться использовать этот пируэт. В идеале просто силой рук сходите на землю по стенке. Хочу задать вам вопрос. Интересуетесь ли вы изучением силовых элементов? Стойки на руках, флажки, выходы на две, передний вис, ласточка, горизонт и другие элементы, которые впечатляют внешне и одновременно развивают силу и контроль. Если вам нужны книги с подробными тренировочными планами, нагрузками и техникой выполнения, с фото, видео, напишите мне. Полный список элементов, ссылка под видео. Теперь наша задача попробовать оторвать по одной ноге от стены и задержаться хотя бы на пару секунд. Ногой, которой мы отталкиваемся, можем согнуть ее для подстраховки. Как только вы сможете сделать 10-12 таких отталкиваний от стены, а лучше тренировать это на обе ноги, и зафиксироваться в каждом положении по 3-5 секунд, тогда можете переходить к отталкиваниям в стойке лицом к стене.
Держите напряженным пресс, ягодицы, плечами мы выдавливаем себя вверх, руки прямые. Только если нас начинает клонить в сторону или назад, то тогда допускается немного согнуть руки, чтобы попытаться словить баланс или уйти пируэтом в сторону. Во всех других случаях привыкайте балансировать пальцами. Как только вы научитесь так делать 10-12 раз для каждой ноги, фиксируясь по 3-5 секунд, здесь можно переходить к попыткам стойки без стены. Для начала это я делал примерно в 1 метре от стены. А как только мы чувствуем, что переклоняемся назад, это исключительно приходит с опытом, то в момент нам нужно согнуть немного руки, напрячь пресс, ягодицы, и ноги перестанет отклонять назад. Если же вы уже распознали момент этого падения вовремя. Если уже чувствуете, что поздно, падаете, то приземляйтесь в сторону через пируэт. Плохо будет, если вы слишком часто после поднятия ног в стойку сразу же будете опираться об стенку ногами, даже не попытавшись словить баланс. Это войдет в плохую привычку. Если вы тренируетесь в спортзале, то с появлением резиновых петель можете попробовать такой вариант изучения стойки, как на видео. Как только психологического барьера в голове не будет, то убираем резинку и постепенно отдаляемся от стенки. Тренировать стойку есть смысл часто. Когда я занимался, у меня это были попытки на протяжении дня, но обязательно предварительно размяться. Тренировать стойку лучше 4-5 дней в неделю. Если вы первое время чувствуете, что у вас закисляются, болят предплечья, запястья, то сократите нагрузку в подходах, в попытках, но частоту не уменьшайте. Начните с 3 дней в неделю и постепенно увеличивайте до 5. В дальнейшем, когда стойка будет получаться качественней, то тут уже не нужно будет ее делать так часто. Просто для поддержания формы мне хватает сейчас даже 1 раза в 2 недели. И не тренируя стойку 2-3 месяца, я все равно могу словить баланс. Не так уверенно, но спустя пару тренировок мышечная память все возвращает. Попытки стойки на руках я бы делал от 5 до 8 в день, по 2 попытки за раз. Постепенно можно увеличить до 10-12 таких попыток в день. Суть в том, чтобы развить двигательный навык. А когда научимся 10-15 секунд стоять на руках, даже криво, то тогда нужно сокращать количество подходов. И хватит 4-6 подходов, ну а по времени можно стоять в каждом подходе на максимум, либо же когда мы чувствуем в себе силы, что сможем безопасно приземлиться. Практикуйтесь, не перескакивайте в прогрессиях, следите за техникой, вытянутое тело, напряженное как струна, ноги не болтаются. Первое время у вас будут неудачные первые подходы. Это нормально, если вы сразу не ловите баланс. Пару раз в неделю растягивайте плечи, если гибкость недостаточна. Мягко надавливайте, стоя у стены, чтобы не было боли, и фиксируйтесь по 30-40 секунд, 3-5 подходов, заводя руки за голову, как на видео. Желательно, чтобы у вас не было много лишнего веса, иначе минусом будет большая нагрузка на суставы. Оставляйте вопросы по обучению в комментариях и предложения о том, какой элемент калистеники рассмотреть в таком формате следующий. А если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, обязательно туда загляните. Там ждет дополнительный тренировочный контент и чат атлетов для общения и взаимоподдержки. Присоединяйтесь по ссылке под видео. Если вас интересуют силовые тренировки, загляните на вот это видео на канале Workout Man или просто напишите мне. Составлю программу тренировок под ваши цели. Все отзывы и детали на сайте.